Всех приветствую! Вы на канале Филиппова Ди, и сегодня мы с вами будем вязать вот такой жилет. Вязать сегодня буду из пряжи Alize Country New. Здесь у нас на 100 грамм 34 метра и в составе 55% акрила, 25% полиамида и 20% шерсти. Для нее я буду использовать спицы номер 8, но здесь рекомендованные спицы номер 15 или 20. У меня, к сожалению, такого размера нету, поэтому я буду вязать на спицах номер 8, но более свободно. Если у вас есть спицы побольше, то лучше использовать их. Также нам понадобится крючок для набора петель по горловине, а также для обработки проймы. В принципе, можно воспользоваться и спицами, но крючком немного удобнее. Понадобится также булавка или дополнительная ниточка, так как нам нужно будет переносить открытые петли. Также понадобится маркер, один или несколько, и иголка для сшивания. У меня вот такая с большим ушком, пластиковая. И прежде чем приступить к вязанию, хочу остановиться на расчетах. Здесь, в принципе, расчеты небольшие. Первоначально нужно связать образец и определить свою плотность вязания. У меня в 10 сантиметрах 6 петель и 11 рядов. После того, как образец будет связан, его необходимо постирать и отпарить, и уже после этого измерять плотность вязания. Что же касается мерок. Обхват груди у меня 85, и я прибавляю 10 сантиметров на свободу облегания. Так как пряжа у нас толстая, поэтому на свободу облегания добавляем чуть больше, чем обычно, так как полотно у нас само по себе толстое. И в итоге у меня получается 95 сантиметров. Длина моего изделия 48 сантиметров, у вас она может быть длиннее. Глубина проймы 23 сантиметра. Эту мерку можно определить по модели, то есть измерить, а можно определить по формуле. Далее перейдем к небольшим расчетам. Начальное количество петель у меня равняется 56 плюс 1 петля, это для смыкания в кольцо. Это число было получено благодаря тому, что 95, то есть обхват груди, я умножаю на 0,6 на свою плотность и получаю 56 петель. Количество петель должно быть кратно 2, так как у нас идет резинка 1 на 1. Но одну петлю прибавляем все равно. Для того, чтобы у нас изделие хорошо село, нам необходимо сделать убавки по пройме. То есть вот в этом месте мы будем делать убавки. Я буду убавлять 5 сантиметров с каждой стороны. То есть здесь 5 сантиметров и здесь. Поэтому мне нужно будет убавить по 3 петли с каждой стороны. Я буду это делать в 3 разных ряда. Я вам это покажу. Здесь ничего страшного нет, очень все легко. То есть мы будем убирать петли и по полочке с двух сторон, 5 сантиметров здесь, 5 сантиметров здесь. И по спинке будем делать то же самое. Далее необходимо определить ширину плеча. Я 22 петли делю на 4 и получаю 5 петель. То есть 5 петель на каждое плечо. И 22 петли были получены благодаря тому, что после того, как мы вязание разделим, убавим по 3 петли с каждой стороны, вот здесь вот мы получим 22 петли. И их как раз таки я и делю. Далее переходим к горловине. Углубление горловины у меня составляет 7 сантиметров, и я его буду делать только на полочке. То есть на спинке углубления не будет. Далее необходимо определиться, сколько же рядов с убавками нам необходимо будет провязать. Для этого я 7, то есть 7 сантиметров, умножаю на 1,1, это плотность нашего вязания, и делю все это на 2. Таким образом, мне нужно будет сделать 4 ряда с убавками. И все расчеты я перенесла также в электронный вид. Они будут доступны по ссылке в описании, поэтому переходите. Там все также расписано, все рисунки представлены, и вы сможете еще лучше ознакомиться с расчетами и рассчитать под себя. Что ж, давайте приступать. Приступаем к набору петель, оставляем кончик подлиннее, для того, чтобы нам его точно хватило. И далее располагаем нить следующим образом.
Здесь у нас кончик, который мы оставили, а здесь у нас нить от клубка. И приступаю к набору петель. Набрала первые 2, сильно не затягиваю. Набираем любым удобным для вас способом. И всего нужно набрать 57 петель. После того, как петли набраны, смотрим, чтобы они у нас располагались все в одну сторону. И у нас не было перекрутов. Далее нам нужно петли сомкнуть в кольцо. Первую набранную петлю я переношу на правую спицу, а последнюю петлю я набрасываю на первую. И снимаю ее. Далее вот эту петельку переношу обратно на левую спицу. И ниточки вот здесь подтягиваю. Теперь на начало ряда нам нужно поставить маркер. Далее приступаем к вязанию резинки 1 на 1. Так как у меня спицы не соответствуют этой пряже, то есть они несколько меньше, поэтому я буду вязать достаточно свободно и немного вытягивать наши петли. Начинаю с лицевой, вяжу за переднюю стенку и немного вытягиваю петлю. Далее провязываю изнаночную, также за переднюю стенку и немного вытягиваю петлю. И опять лицевая, далее изнаночная. Таким образом нужно будет провязать 6 рядов, то есть вяжем по кругу. После того, как закончили вязание резинки, приступаем к вязанию лицевой глади. Всего нам нужно будет провязать 22 ряда лицевой глади. И в итоге у нас в высоту получится уже 27 рядов, то есть 25 сантиметров. Теперь вместо того, чтобы провязывать резинку, мы вяжем только лицевые петли. Провязываем так 22 ряда. После того, как провязали необходимое количество рядов до пройм, делим вязание на 2 детали. По 28 петель на каждую. Вот здесь я поставила маркер. Сейчас мы будем вязать полочку. И с другой стороны 28 петель у нас для спинки. Сейчас мы отдельно будем вязать каждую из этих деталей. И для лучшей посадки жилета мы по краям будем делать убавки 3 раза. Для этого первую петлю провязываю, она у нас дальше уже будет кромочной. Провязываю еще одну петлю. И теперь нам нужно сделать убавку с наклоном влево. Поэтому вот эти 2 петли я переношу на правую спицу сначала. Теперь мне нужно перевернуть наши петли для того, чтобы вот эта сторона у нас находилась сзади. И делаю это вот таким образом. И вторую также переворачиваем. Теперь делаю убавку. Для этого мне нужно провязать эти 2 петли вместе за заднюю стенку. Наша убавка готова. И теперь вяжем лицевыми до того момента, пока перед маркером у нас не останется 4 непровязанные петли. То есть вот наш маркер. 4 петли перед ним не должны быть провязаны. Вяжем до вот этого момента.
Довязала до нужного момента, и теперь нам также нужно сделать убавку, но уже с наклоном вправо. Для этого мне вот эти две петли просто нужно провязать 2 вместе. Далее провязываю лицевую, а вот эту последнюю петлю перед маркером провязываю уже изнаночной, она у нас будет кромочной. И таким образом по пройме нам нужно провязать всего 25 рядов. Мы с вами первый уже провязали. Вязание теперь разворачиваю на изнаночную сторону. И теперь начинаем провязывать изнаночный ряд. Для этого первую петлю снимаю, а дальше вяжу все изнаночные петли. Точнее, все петли изнаночными. Таким образом нужно провязать до вот этого маркера. Второй ряд завершили и приступаем к третьему ряду. Первую петлю снимаю, далее провязываю лицевую, и теперь нам нужно опять сделать убавку. Для этого вот эти две петли я переснимаю и их переворачиваю. И провязываю вместе за заднюю стенку. Так нужно повторить 3 раза. Мы уже повторяем с вами второй раз. И третий раз нужно будет сделать также в лицевом ряду. Теперь довязываю до момента, пока у меня не провязанными не останутся лишь 4 петли. Довязала, и теперь вот эти 2 петли мне нужно провязать вместе убавкой с наклоном вправо. Так нужно будет сделать также 3 раза, 2 из которых мы уже сделали, то есть следующая убавка будет в следующем лицевом ряду. Теперь провязываю лицевую и последнюю петлю провязываю изнаночной. Далее вязание разворачиваю и вяжу изнаночный ряд. И потом опять лицевой с убавками в начале и в конце. Таким образом мы завершили с вами вязание третьего ряда, и всего до закрытия горловины нам нужно провязать 17 рядов, если считать от проймы, а если считать от начала нашего вязания, то до момента закрытия горловины должно быть провязано 44 ряда. И встретимся, когда начнем вязать горловину. Провязала 17 рядов. И здесь посередине нам нужно маркерами отметить 4 центральные петли. Сейчас вязание разворачиваем и приступаем к вязанию изнаночного ряда. Нам нужно провязать изнаночными до последней петли. То есть вот у нас здесь 2 маркера. Вот эту петлю не провязываем, провязываем только вот эти. Также просто изнаночными. Довязала, и теперь мы будем формировать горловину, точнее ее вырез. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. Теперь вот у нас не провязанная петля, а следующая провязана. Мы вот эту провязанную перемещаем на правую спицу и вот эту набрасываем на провязанную петлю. Таким образом мы закрыли одну петлю. Далее провязываю лицевыми до конца ряда, последнюю провязываю изнаночной, она у нас кромочная. Так нам нужно повторить 4 раза. Делать мы это будем на лицевых рядах. Теперь вязание разворачиваю и вот эту последнюю петлю опять же не провязываю. Довязала до нужного момента, вязание разворачиваю на лицевую сторону. Теперь опять вот эту провязанную петлю перемещаю на правую спицу. И предыдущую петлю набрасываю. Теперь опять довязываю ряд до конца.
Всего нам так нужно сделать 4 раза. 2 раза мы уже закрыли петлю. Опять снимаем петлю и предыдущую набрасываем. Это у нас уже 3-е закрытие. Приступаем к последнему закрытию. Теперь довязываю до конца ряда. И вот эти петли, это у нас уже петли плеча, мы их переносим на какую-то дополнительную спицу или ниточку. Вот эту нить необходимо обрезать, но оставить кончик подлиннее, так как нам нужно будет нить для сшивания. И сейчас будем приступать к правой стороне. Вот эти 4 петли, которые у нас центральные, я также перенесла на булавку. И теперь вязание разворачиваем и будем приступать к закрытию горловины с другой стороны. Подкладываем нить. И провязываем изнаночную петлю. Далее провязываем следующую изнаночную. А предыдущую петлю набрасываем на последующую, так как закрытие по правой стороне у нас происходит в изнаночных рядах. Мы закрыли с вами одну петлю и теперь продолжаю вязать изнаночными до конца ряда. Далее развернули вязание на лицевую сторону и провязываем лицевой ряд, последнюю петлю оставляя не провязанной. Теперь вязание разворачиваем на изнаночную сторону. Вот эту петлю снимаю и не провязанную петлю набрасываю. Мы с вами сделали уже второе закрытие, и всего так нам нужно сделать 4 раза, 2 из которых мы уже сделали. Довязываю ряд до конца, далее провязываю лицевой, оставляя последнюю петлю не провязанной. Приступаем к 3-му закрытию. Снимаю петлю, нить придерживаю и предыдущую петлю набрасываю. Делаю последнее закрытие. И теперь провязываю лицевой ряд и нить обрезаем. Последнюю петлю провязываю изнаночной. Эти петли у нас также должны остаться открытыми, поэтому переношу их на булавку. И вот эту нить от правого плеча можно не обрезать, и мы будем от этого места набирать петли для горловины, и у нас не будет лишней ниточки. А сейчас приступаем к вязанию спинки. Начинаем вязать с лицевого ряда. Подкладываю нить. Первую можно просто снять, так как она у нас будет уже кромочной. Далее провязываю одну лицевую. И теперь нам нужно также по спинке сделать 3 убавки с одной стороны и 3 убавки с другой стороны, так же, как мы это делали на полочке. И здесь я буду делать убавку с наклоном влево. Для этого мне петли нужно перевернуть. Далее провязываем их вместе за заднюю стенку. Дошла до момента, когда не провязанными у меня остались 4 петли, и теперь мне нужно делать убавку с наклоном вправо. Для этого я 2 вот эти петли просто провязываю вместе за переднюю стенку. После убавки лицевую следующую провязываем, а далее провязываем уже изнаночной. Теперь вязание разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем ряд до конца.
Завершили вязание первого и второго ряда. Приступаем к третьему. И здесь нам опять нужно будет сделать убавку. С одной стороны одну и с другой стороны. И всего, опять же, нам нужно повторить таких убавок 3 штуки. Мы сейчас с вами провязываем уже второй раз. И в конце ряда также провязываем одну убавку, лицевую и изнаночную. Мы завершили с вами третий ряд. Сейчас нужно будет провязать четвертый, он изнаночный, и в пятом ряду сделать еще одну убавку. Одну с одной стороны, другую с другой стороны. Таким образом, нам нужно провязать 25 рядов, если считать от проймы. И общая высота изделия в рядах у нас должна получиться 52 ряда. Завершаем самостоятельно. И в конце петли не закрываем, просто оставляем вот такими открытыми. После того, как закончили вязание спинки, петли оставляем открытыми. И вот я уже сшила одно плечо, и сейчас приступаем к сшиванию второго плеча. Петли переносим на спицы. А нить, которую мы с вами оставляли, вставляем в иголку с большим ушком. Теперь приступаем к трикотажному шву. Для этого нам нужно вот так расположить наше вязание. В каждую петлю мы будем вставлять иголку по 2 раза. Но вот эти первые петельки, в них мы будем вставлять иголочку лишь 1 раз. Сейчас находим, вот у нас отсюда идет нить, и вставляем иглу в первую петлю. Ее я снимаю и вставляю иголку сверху вниз. Вот таким образом. Далее вставляю иглу в следующую петлю, но уже снизу вверх. То есть, если снять петлю, можно вставить иголочку сверху вниз, можно снизу вверх. Сейчас мы будем вставлять иголку снизу вверх и пока оставим ее на спице. То есть вот таким образом. Пока сильно не затягиваю. Далее перехожу на противоположную сторону. Так как это у нас первая петля, мы в нее иголочку будем вставлять сразу сверху вниз. Я ее могу уже отпустить и вот таким образом вставляю иглу. В следующую петлю мы вставляем иголочку снизу вверх. Вот таким образом. И она у нас пока остается на спице. Перехожу обратно к противоположной стороне. И вот наша петля. Сюда мы уже 1 раз вставляли иголку. Я ее могу уже снять и вставляю теперь иглу сверху вниз. Нахожу следующую петлю. В нее вставляю иглу снизу вверх. То есть мы вставляем иголочку сверху вниз, снизу вверх. Перехожу на противоположную сторону. В эту петлю мы уже 1 раз иглу вставляли. Это было снизу вверх. Теперь вставляем иглу сверху вниз. Далее нахожу следующую петлю и прохожусь снизу вверх. И понемногу можно начинать затягивать. И вот так вот у нас должно получаться. То есть мы имитируем косичку. И завершаю шов. Вставляю иглу сверху вниз в последнюю петлю. Теперь подтягиваем. И должен получиться вот такой шов. Далее нить обрезаю и прячу. Далее приступаем к обработке горловины. Сейчас нам понадобится крючок, однако можно воспользоваться и спицами, если вам будет удобно, но я пользуюсь вот таким крючком. Берем наши спицы, и здесь мы нить оставляли как раз таки для нашей горловины. Будем сейчас пользоваться ей. И сейчас ввожу крючок за кромочную петлю. Вот у нас кромочная. И вытягиваю нить. Набрала первую петлю. Дальше идет следующая кромочная. Также вставляю
крючок, подхватываю нить и вытягиваю. Набрали 2 петли. Следующая кромочная. Также набираю 1 петлю. Следующая петля. И эти петли можно уже переносить на спицы. Далее нам нужно вот эти петли провязать. Для этого переношу петли на спицы. И теперь провязываю их просто лицевыми. Формировать резинку мы начнем со второго ряда. Далее нам опять по левой стороне нужно набрать петли. Нахожу первую петлю, вставляю крючок и вытягиваю. Далее следующая кромочная. И так по всем кромочным. И на плече можно набрать дополнительную петлю. И теперь уже переносим на спицу. Теперь вот эти петли нам также нужно провязать. Переношу их на спицу. После того, как петли спинки провязаны, я вот здесь на плече еще добираю 2 петли, чтобы у нас было симметрично в другой стороне. Далее вешаем маркер и приступаем к вязанию резинки 1 на 1. Вяжем по кругу. Там, где мы поднимали с вами петли, провязываем за заднюю стенку петли. Провязала 2 ряда резинки и теперь приступаем к закрытию горловины. Закрывать буду эластичным способом, поэтому можно взять спицы на размер поменьше, но у меня спицы и так небольшие для этой пряжи, поэтому я буду использовать их. Первую петлю мы провязываем по рисунку, у меня это лицевая. Далее у нас идет изнаночная петля, и перед ней нам нужно сделать накид вот таким образом. Теперь провязываю изнаночную петлю. И вот этот накид набрасываю на изнаночную петлю. И теперь лицевую, которую мы ранее с вами провязали, также нужно набросить на петлю. Далее у нас идет лицевая. И перед лицевой мы накид делаем вот таким образом. Провязываю лицевую. И теперь накид нам нужно набросить на лицевую петлю. И предыдущую петлю также нужно набросить на лицевую. Далее у нас идет изнаночная. Провязываем изнаночную, накид набрасываем и вот эту петлю также набрасываем. Далее идет лицевая, поэтому накид делаем вот таким образом. Лицевую провязываем. Накид набрасываем. И вот эту петлю также набрасываем. И таким образом делаем до конца, пока не закроем все петли.
Далее переходим к обработке проймы. И вот так пройма выглядит после того, как я ее обработала, а вот так без обработки. В принципе, можно оставить и так, если вас результат устраивает. Но я сейчас вам покажу, как здесь обрабатывала пройма. Для этого нам понадобится крючок. И теперь нахожу первую кромочную петлю, вот она. Ввожу крючок и вытягиваю ниточку. Далее нахожу следующую кромочную, вот она. Вытягиваю нить и протягиваю через предыдущую петлю. Далее нахожу следующую кромочную, нить вытягиваю, у меня на крючке 2 петли, и теперь прохожусь через предыдущую петлю. И у нас здесь будет получаться косичка. Сильно не затягиваю, для того, чтобы у нас полотно не стянулось. Вытягиваю нить и прохожусь через предыдущую. Вяжу прямо очень слабенько, не затягивая. И повторяю так по всему кругу. И в конце подхватываю вот эту перемычку. Здесь мы разделяли с вами вязание. И делаю последний столбик в то место, где у нас был первый соединительный столбик. И вот так у нас получается. Теперь нить обрезаю и прячу. И теперь, после того, как все проймы оформлены, осталось провести ВТО. Ну а на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. А если вам понравился ролик, то поставьте палец вверх, подпишитесь на канал и до скорых встреч!